Привет, друзья! В предыдущем влоге мы уже изучили с вами Токио, узнали, какой минимальный бюджет потребуется для поездки, где и за сколько снимать жилье, какие места обязательны к посещению и, конечно же, где попробовать самый вкусный рамен и суши. Сегодня мы приехали в очень красивый, самый традиционный и культурный город Японии – Киото. Впереди нас ждет поездка в Осаку и город оленей Нара, поэтому не забывайте подписаться на канал и погнали в новый влог. 28 тысяч йен, у нас обошлись билеты на зарезервированные места. Будем ехать и наблюдать Фудзи. На платформе есть автомат с горячим кофе. Смотрите, сколько выбора. Позитивная музыка. Высокоскоростной поезд Синкансен разгоняется до 320 км в час, поэтому за 2 часа мы без проблем преодолели 460 км. А самое важное, мы наслаждались вот таким вот шикарным видом. Фудзи – символ и самая высокая гора Японии высотой 3776 метров. Это действующий стратовулкан, последний раз извергавшийся более 300 лет назад. В 2013 году Фудзи была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Пишите в комментариях, у кого в виш-листе полюбоваться на Фудзи или может даже ее покорить. Дорога прошла очень комфортно и незаметно, и в завершении у нас был вот такой невероятный вид. Очень мило. На стойке можно взять необходимые вам гигиенические принадлежности, что очень удобно. Самостоятельно можно заселиться и выселиться. Также у нас включен завтрак. Я так понимаю, он вот здесь вот. Is breakfast will be here? Okay. И можно еще, кстати, can we rent a bike? И мы можем еще арендовать велосипед. Вообще шикарно. У нас будут 2 раздельные кровати, но либо так, либо, короче, не так. Не было особо других опций. Мы подумали, ничего страшного. В общем, да, вот такая вот комнатка у нас миленькая. Здесь еще какой-то дополнительный диван, какие-то корзинки и уборная. Слушайте, ну вообще стайлиш. Туалет, душевая. Все такое чистенькое, новенькое. Умный туалет, естественно. Первое впечатление максимально положительное. У нас еще есть онсен. Это бани местные, японские. Там все моются голышом. Там я вам ничего поснимать не смогу. Поэтому прикреплю сейчас несколько кадров, как это все выглядит. У нас стиральные машины. Стоит это удовольствие 500 йен, ну как клубника. И вот здесь онсен, бани вот эти для мужчин, для женщин. Здесь и мороженое, и лед. Отель очень атмосферный. Комната для курения, что тоже важно. Они здесь курят не на улицах, а в специальных комнатах. Так же, как и в Корее. Прикрепляю влог из Сеула, обязателен к просмотру. Да, после Токио Киото кажется, он не кажется, он более уютный, такой традиционный. Добро пожаловать в Киото, бывшую столицу, культурный центр, родину японских кимоно и чайных церемоний. Более 1000 лет Киото оставался культурным и политическим центром страны, до того, как им стал Токио. Здесь находится более 2000 храмов и святилищ. Можно встретить гейш и их учениц Майко, которые сохраняют искусство традиционной музыки, танцев и чайных церемоний. Также Киото сохранил свою древнюю сетчатую планировку улиц, характерную для китайских городов, что делает его уникальным для Японии. Здесь красивейшие парки, бамбуковые рощи, рынки традиционной еды, и мне не терпится скорее вам все это показать. Все здесь в таком уютном прям стиле. Меньше народа, хотя в туристических местах инсайдерская информация говорят, что еще больше, чем в Токио народа. Так, мы пришли или это просто рандомное желание зайти, мясо поесть? Сделали заказ, и здесь есть безалкогольное пиво, нет горячих напитков, каких-то чаев, и я подумала, ну что уж мне нарушать концепт вечера. А Артем себе взял просто бочку местного пойла
Местное пойло — это лемон саур. Типа как виски саур, только вот... Лимонный швепс с каплей виски. Лимонный швепс с каплей виски. Ну, вкусно, ну, неплохо, то есть, как алкогольный лимонад, который очень многие пьют. Джин, может и джин, да. Здесь вообще не работает. Так, тут кран с ума сходит. Вообще, на самом деле, заведение максимально потрепанное. Артему не нравится, потому что здесь очень по-тупому развод идет на туриста. Долговато выносят еду. На прошлом вот там столе половина вообще не прожаривалась никак. Противень этого еле работала, маленькая мощность. Ну, в общем, знаете, 80 минут вам дается, чтобы вы наелись, и за эти 80 минут тянут какое-то время максимально. Ну, такое не очень приятная ситуация. Как Артем говорит, просто по-тупому разводят туристов. Мясо неплохое, кстати. 80 минут этого удовольствия на двоих обойдется почти в 4500, но у нас с напитками в 9700 йен. Вышло, ну, по завершению могу сказать, что нет, мы сюда не вернемся. Мы говорим этому заведению нет. Вот такой вот зашифрованный под премиум оказался, конечно, говняшкой в красивом фантике. Мы отправляемся сейчас на популярный очень храм синтонистский. Вечером, надеемся, там будет меньше народа. Мы спустились в подземный переход, а это оказался целый торговый. Посмотрите. Молодцы, на самом деле, японцы. Что строить, возводить эти здания правильно, когда под землей прорыли этаж и запустили тут просто площадь, ну, как полноценный, не знаю, мне кажется, 3-4-этажный торговый, где разные кафешки, магазины, парфюмерия, рестораны. Ребят, мы когда ужинали вчера с нашим другом и его японской женой, спрашивали, какое у них традиционное блюдо для Рождества, Нового года. Не поверите, это курица и это торты. И сейчас мы нашли тому подтверждение просто в мини-марте. Здесь вот у них в каталогах курица и, конечно же, тортики с клубникой. Клубника безумно вкусная. Просто токийская клубника — это самое вкусное, что случалось вообще. Ну, в общем-то, вот, пожалуйста, KFC и тортики. Тем временем берем, как обычно, мой любимый мочи, открытки родителям, маску, я вам ее покажу чуть позже, и идем на кассу. И зонтик. Мы наконец-таки приехали в самое знаковое место Киото. Это храм Фусима Инари, названный в честь горы. И это оказалась не совсем точная информация, которую я взяла с первого попавшегося мне travel сайта. Далее я расскажу вам куда более интересные сведения об этом невероятном месте. Синтоистский храм. Все синтоистские храмы обозначены такими воротами. Их более 100 на территории храма, которая, к слову, просто огроменная. Кстати, обратите внимание, бесшумность машин. Очень много электричек, очень чистый воздух. Приехав в Японию, мы увидели несколько новых граф. Например, через сколько минут начнется и закончится дождь. Качество воздуха, ну, еще там несколько отметок. В общем, в Индонезии такое только снится. Опять же, там во Вьетнаме, в Таиланде, но в Японии, не знаю, ты себя чувствуешь, мне кажется, человеком высокого класса. Вот это правда. Комфорт повсюду, чистота, порядок и какое-то, знаете, внутреннее спокойствие. И особенно в храмах. Ну, пойдемте скорее посмотрим, и я расскажу вам несколько интересных фактов об этом месте. Название храма Фусими Инари Тайся связано с божеством Инари, которому он посвящен. Фусими – это название района в Киото, где расположен храм. Инари – синтоистское божество, покровительствующее рису, земледелию, удаче и процветанию. Тайся означает «великий храм». И в этом великом храме очень часто встречаются статуи лисиц, на японском кицуна. Легенда гласит, что давным-давно жил бедный фермер, который страдал от плохих урожаев. Однажды к его дому пришла белая лисица и попросила укрытия. Фермер был беден, он не прогнал ее и накормил всем, что у него было. В благодарность лисица сказала: «Я служу великому Инари, и за твою доброту я помогу тебе». На следующее утро фермер обнаружил, что его поля чудесным образом покрылись зрелым золотистым рисом. Урожай был настолько обильным, что фермер смог обеспечить свою семью на долгие годы. Однако сосед фермера, увидев это чудо, стал завидовать. Он попытался поймать лисицу, чтобы заставить
взять ее служить ему. Но когда он поймал ее, лисица превратилась в огонь и исчезла, оставив после себя пепелище. Сосед потерял все, что имел. С тех пор люди верят, что лисицы Инари награждают добрых и наказывают жадных, а также служат проводниками между людьми и богами. Прекрасная лошадь и в лучших традициях подношения. Здесь это морковка. Полный мрак, какие-то малейшие фонарики, холод такой. Ощущаешь себя, не знаю, вот фильм какой-нибудь про самураев, где они проходят миссию, крадутся в ночи, что-то происходит. Там светит месяц. Такая атмосфера. Мы еще сделали мне настолько потрясающие фотографии. Я уже влюбилась в это место. Эти красные ворота называются Тарии, и они символизируют переход из мирского пространства в священное. Зачастую жертвуют эти тории частные компании, семьи, в общем, люди, которые либо молят Инари о процветании, либо благодарят за это. В общем, простыми словами, это как жертвовать на строительство крыш церквей в России. Здесь примерно то же самое. Друзья, самое удобное забыла сказать. Храм находится, там пришла электричка прямо напротив станции. Это очень удобно. Вышли и сразу же напротив храм. Напротив находится мини-март. Можно купить зонт, можно купить воду, можно перекусить. В общем, не переживайте, если вы что-то там вдруг такое забыли дома. Здесь есть всякие сувениры, маленькие перекусы, вода, зонтики. В общем, отличное место. Посмотрите, комната для мамы и ребенка. С 8 до 8 она открыта. Можете сделать все необходимое здесь. Очень удобно. Красивый очень выход со станции. Там немножечко Jingle Bells. Здесь вот такой вот вход красивый тоже с огонечками. Все очень выглядит на самом деле впечатляюще. Так, счет у нас вышел почти 6000 йен. Было, кстати, очень вкусно. Хорошее заведение и вид приятный на улицу. Так непривычно, что здесь такие крошечные узкие машинки. Они такие смешные, как будто бы игрушечные. Но вот это уже более нормально. Так, нас пропускают. Ну что это такое? Хотя с такими улицами, конечно, сложно передвигаться на чем-то более габаритном. Пришли к остановке, а здесь такая роскошная атмосфера. Я обожаю всю эту культурную особенность страны, потому что современных многоэтажек, их очень много, и в этом нет никакого вот вкуса, изюминки. А когда ты видишь людей вот более традиционных таких ценностей, одежды, это все, конечно, такую атмосферу вызывает невероятную, создает. Сзади меня утилизируют остатки пожара. Заведение закрыто, что-то там погорело. Стоит парень, который записывает показания. Ребята, которые копаются, видимо, свидетели. Этой ночью произошло что-то странное. Мы тем временем уже пришли на рынок. Начинается он, как всегда, с кафе и автоматов с напитками. Рынок Терамати – это одна из самых известных торговых улиц города. Он расположен в центре Киото и представляет собой длинную крытую улицу. Это место объединяет историческую атмосферу, традиции и современные тренды. Здесь можно найти бутики как с традиционной, так и с современной одеждой. Часто встречаются винтажные магазины. Торг будет означать для японцев, что вы не уважаете их труд. И я, в принципе, с этим согласна. Лично я вообще не люблю все эти сбавки цены, накрутки. Я люблю вот фиксированную цену в магазин без лишнего вот этого взаимодействия с продавцами. На Терамати и пересекающемся с ним рынке Нисики можно попробовать множество местных деликатесов. Мы за этим, собственно говоря, сюда и приехали. Артем уже успел приобрести огурец
Вкусно? Малосольные, наши огурчики только с какой-то еще приправой. С приправой. Типа малосяня? Нет? Какого-то уксуса солененького. Сезами тофу? Вкусно? Конечно же, сложно устоять под невероятным разнообразием блюд, которые предлагают рынки. Мой выбор пал на крабовую палочку, это было очень вкусно. И, конечно же, я не смогла удержаться от традиционного десерта мочи. Десерт из рисового теста, внутри которого обычно свежая клубника. Мочи – просто фаворит поездки в Японию. Зашли в очень популярную американскую фастфудню, Wendy's называется. Самое забавное, что у меня сейчас вышел сет, бургер какой-то вообще разрывной, горячий чай на 960 йен. Вчера в Токио какой-то отвратительный сладкий латте у меня вышел ровно в такую же стоимость. Итак, начнем пробовать. Еще я не устояла перед местным сервизом, который в соотношении цена и качество был просто прекрасен. Взяла как сувениры, так и себе домой. Да, это, видимо, карамель. Вот такая вот прелесть. Все, мы потерялись в этом клубничном раю. Смотрите, как удобно в этом узеньком и густонаселенном переулочке вмещается вот эта вот маленькая крошечка. Еще одна кукольная машинка едет. В очередной раз мне просто холодно, глядя на эти голые ноги. Они просто без колготок, девчонки, постоянно. Вот у них такой стиль. Даже не знаю, что меня поражает больше. 5 градусов голые ноги или эти узенькие машинки. А далее мы столкнулись с системой посадки на автобус. Все люди выстраиваются в одну линию. Стоит мужчина, который помогает автобусу не превратиться в консервную банку. Номеров автобусов несколько, а точка посадки одна, что вызывает какой-то непонятный резонанс. Это выглядит все очень неоптимально, хоть и упорядочено, но тем не менее автобус никуда не поедет, пока все не оплатят проезд. А мы тем временем приехали уже на новую красивую локацию. И давайте я вас познакомлю с ней поближе. Надо обязательно поклониться здесь перед каждым входом в храм. Для туристов в том числе везде висят таблички, что нужно кланяться. И кланяться нужно перед синтонистскими воротами. Но здесь уже, конечно, да, такая атмосфера. То, что я вам точно рекомендую попробовать, так это монетку 10 йен. Сладкое тесто, внутри которого сыр моцарелла. Здесь варят, потом жарят, в общем, на гриле бамбуковые корни. Первый раз такое в жизни вижу. Мы на территории Ясака-Дзиндзи, не просто храма, а символа Киото, связанного с древними традициями, красотой и защитой от болезней. Согласно преданию, храм Ясака-Дзиндзи помог остановить эпидемию, разразившуюся в Киото в IX веке. Жрецы принесли в жертву ритуальный переносной храм, и болезнь отступила. С тех пор это событие ежегодно отмечается здесь. Также в храме есть небольшое святилище, посвященное богиням красоты. Считается, что вода из его источника делает кожу красивее, поэтому сюда часто приходят поклонницы традиционной японской косметики. В Японии все настолько мило и атмосферно, что даже листья они убрали в форму сердечка. О, красиво, Тёма, покажи так. Ну ладно. Но лично мне кажется, такая осенняя атмосфера ничуть не хуже сакур. Просто я не понимала всего этого ажиотажа приезжать во время красных кленов в Японию, толкаться среди туристов, переплачивать, когда в Пушкине невероятнейшая природа. Но в сочетании с вот этой японской архитектурой невозможно, конечно, я думаю, просто вот это передать и где-то еще ощутить. Очень красиво. Ребята, если честно, мне просто даже не верится, что здесь так мало народа, спокойно. Это настолько красиво.
Это настолько умиротворенно, и можно действительно насладиться без толпы туристов. Обязательно из Токио в Киото и в этот парк. Мой must-have. Временем все это очередь на автобус. Здесь есть расписание, точнее табло, но оно не совсем понятно. Есть камера, которая отслеживает, видимо, законопослушных и напротив граждан. И есть одна очередь, несколько разных автобусов. Но хочу сказать, что автобусы здесь ходят довольно-таки часто. Нет такого, что мы стоим, ждем 20 минут. Но, мне кажется, минут 5-7 прошло, и вот мы с конца очереди оказались в начале, поэтому не стоит пугаться этих очередей. Стоит пугаться, что вы просто будете как в консервной банке ехать. Ну вот как, например, это происходит. Все сейчас поедут, видимо, как селедки. Тут школа рядом, поэтому... Здесь выезд из торгового, и двое мужчин, один на въезд, другой на выезд, регулируют движение, чтобы пешеходы проходили, чтобы машины безопасно выезжали на дорогу. Вот так вот. А мы идем наконец-таки домой. Очень насыщенная, конечно, получилась поездка. Не могу вам не заснять. Каждый раз мне глаз мозолит кит-кат с матчей. Матча здесь просто добавляется по поводу и без. Мне она не нравится. Она на каждом углу. Мы зашли в очень опасный магазин. И так здесь уже второй день закупаемся. Здесь еще и игровые приставки есть. Серьезно, это настоящая камера? Да ну. Ребят, ну что, мы берем. Тут просто невероятный рай для любителей всего сладкого, интересного. Короче, либо для подростков, либо, не знаю, для тех, кто хочет получить сахарный диабет. Вечеринка достигла пика своего градуса. Мы берем чемодан. Артем решил пропустить трапезу, выбрать сон. Так что я в гордом одиночестве вот с этими ребятами сижу, завтракаю. Буду возрождать, короче, свой ТикТок. Сижу, сейчас занимаюсь, у меня там 150 аккаунтов с разными почтами, телефонами. В общем, надеюсь, сейчас получится возвратить эту эпоху высоких просмотров и легких подписчиков. Приятного мне аппетита. Один интересный факт про город Киото. За 50 лет до начала Второй мировой войны, в будущем уже министр обороны США, а в нынешнем он просто будет юристом, этот юрист со своей женой отправился в медовый месяц и выбрал Киото. Далее, став уже министром обороны США, не поверите, Киото настолько ему понравился, что он выбрал для сброса ракет Хиросиму. Хотя изначально под все эти неприятные действия должен был попасть в город Киото. Но он настолько прекрасен, атмосферен, что вот так вот случилось с Японией. Это удивительно на самом деле, что после всех событий, которые произошли относительно истории вообще недавно, Япония очень тесно связана на самом деле с Америкой. И тут очень много взаимствовано, очень много поставляется техники. И, в принципе, их отношения довольно-таки плотные, довольно-таки дружные. Несостыковка получается, но тем не менее. Покажу вам немножечко интересных покупок. Как вам моя прическа? Японская дама. Ну, во-первых, напоминаю, что скоро будет распаковка тамагочи, все не найду на это время. Вчера купили масочку, открытки. И это беруши с нагревающим эффектом. Я думала, это что-то якобы какое-то медицинское, когда простыли, может уши стрелять. Нет, это такие беруши с легким таким теплым эффектом. Будем пробовать. Я думаю, в самолете самое то. Мужу подошло. Ему действительно помогает. Наклеиваете, вот я говорила, на нос. Пазухи расширяются, отсутствие храпа и заложенного носа. Итак, погнали. Распаковка тамагочи. Что ты орешь на меня? Друзья, я установила время, и теперь написано в течение 5 минут должен вылупиться тамагочи. Сначала не поняла, думаю, почему тут футбольный мяч, как это поменять. Ну вот я жду. Друзья, мой тамагочи родился. Нужно теперь его покормить. Так, начинаем
кормежку. Вот сначала А, кнопка Б. Все, покормили. Далее мы отправились на башню Киото. Было скучновато, поэтому нам хватило буквально 10 минут, чтобы убедиться, в Киото больше 2 ночей делать нечего. Если, конечно, вы не ищете невероятного умиротворения и отдыха от городской суеты. Парки здесь повторяют друг друга и стоят в среднем $5 за вход на человека. Но эта атмосфера, я просто хочу поделиться. Такие тут, конечно, спокойные, тихие улочки. Либо до 3 часов что-то работает, либо открывается с 5. И вот как хотите, так и относитесь к этому. По крайней мере, в не самых прям туристических улочках такое вот расписание. Мы пришли на мастер-класс по приготовлению матча. Ну, точнее, это будет чайная церемония. Честно говоря, мы вообще не фанаты матчи, но чайная церемония только с матчей. У нас еще будет танец от японочки и игра с ней. Ну, в общем, посмотрим. Мы пришли первые. Тут такие вот столики. Можно уже присаживаться. She will purify tools. So she took the red cloth called fukusa. Артема, если что, подташнивает от запаха матчи. Держись, Артем. Марк, не если тебя держат в заложниках. Аригато. На протяжении урока мы учились, как правильно заваривать, а также пить матчу. Это было очень интересно погружаться в японскую культуру и понимать, что люди учатся несколько лет, дабы сохранить традиционные танцы, заваривание чая и, конечно же, память об истории гейш. Далее была рубрика «Вопрос-ответ», и мы могли задать абсолютно любые вопросы относительно гейш и культуры в Японии. Я всегда была убеждена, что гейшей можно только родиться, что это достопочтенное звание в обществе, что-то вроде самураев. Но оказалось, что в Японии можно пойти учиться на гейшу с 15 лет. Сначала вы будете майка-сан, и когда вам будет 20+, уже станете гейка-сан, то есть гейшей. Обучение занимает 5 лет, в ходе которого вы узнаете о традиционном танце, играх, а также искусстве заваривания чая матча. Майка-сан в Киото насчитывают около 50, в то время как гейш 150. Они в среднем тратят час, чтобы сделать укладку, которая может держаться неделю, час на макияж, и угадайте, сколько весит их кимоно. Больше 10 килограмм. 10 минут они закладывают, чтобы одеться и выйти на сцену. Также было интересно узнать, для чего так сильно выбеливать лицо. Оказывается, во времена, когда еще не было электричества, освещение в комнате было не ярко выраженное, и тем самым, чтобы лицо было больше видно, наносили такой огромный слой выбеливающего средства. И далее, когда уже провели электричество, все стало более современным, японцы решили сохранить такой вот культурный код для майка и гейш, и вот до сих пор они выбеливают лица. В общем-то, считают, что это красиво, что это украшает. Напишите в комментариях, согласны вы с этим или нет. Нам дали еще карточку, и это визитная карточка, представляете? У них они вот так вот выглядят. Это с названием ее дистрикта, ну прям как в «Голодных играх», конечно. И где-то тут написано вот ее данные. Как-то это надо понять. Ну, в общем, так вот придумали. Я ни в коем случае не хочу обесценивать ничей труд, но поймите меня как человек, который полжизни занимался танцами. Я считаю, за 5 лет можно было не только выучить английский язык, но и танцы сделать куда более интересными и разнообразными. Тем не менее, такая вот японская культура этим вечером.
И сейчас мы переходим к самой интересной части этого мероприятия. Игра японская, в которой по очереди нужно касаться либо кулаком, либо ладонью, в зависимости от того, убирает ваш оппонент или нет чашу со стола. В общем-то, кто проигрывает, тот пьет саке. Поехали. You're so strong. You're a nice lady. You're so beautiful. Thank you. Okay, that was a wonderful game. Вот так интересно. Я бы сейчас Okay. Конечно, поддержка мужа, которому было наплевать на правила, всегда радует, но объясню. Я должна была ударять кулаком по пустому столу, а когда там находилась чаша, я должна прикладывать ладонь. Но чаша была убрана, и я не коснулась стола. В общем-то, проиграла. Мы тем временем переместились уже на рынок, тот самый, который я вам уже советовала. И, знаете, хочу сказать, впечатление о шоу, ну, честно, я не ожидала, что вот эта Майка-сан, что, в принципе, они просто будут как аниматоры. За 5 лет, вот что Артема возмутило, за 5 лет можно отучиться на специалиста, за 6 лет можно отучиться на стоматолога, на медсестру еще быстрее. Ну, то есть, они 5 лет учатся, чтобы сплясать. Ну, вот еще такие движения, да, не особо-то интересные, сложные. Поиграть в игру и что? Не сказала бы, что я очень советую. Все скрасила, это игра с саке. Когда начали наливать, играть, хлопать, ну, в общем, атмосфера стала, конечно, более такая веселая. И я бы посоветовала вам прийти на вот этот вот танец и игру. Такая вот клешня краба стоит 400 йен, что, ну, довольно-таки бюджетно. Я не представляю, сколько у нас фаланга одна бы стоила в Питере, например. Мы когда заказывали краба через Авито, цены там были, конечно, в 3 раза, да? Где-то в 3 раза дешевле, чем в ресторанах обычно, да, Тём? Но, тем не менее, здесь вот тоже, конечно, бюджетно очень. Можно краба поесть вкусного. Артём взял себе на пробу вот тот вот. Ну как, вкусно? Это вагю, да? Артём говорит, да, это вагю. Не обманули. Да не, они тут на самом деле, у них нет такого, что они, знаете, обманывают, там, пишут, что это лобстер, а это на самом деле креветка какая-нибудь. Поэтому, друзья, мы шли мимо и оказались в самом милом месте. Это кафе с собачками. Так, а здесь лисичка. Даже 2. Sorry, Пипи. Окей. Воняет очень. Воняет? Чем? Он обоссался. Это он. Видимо, нассал. Вот так, это его полотенце. Нет, ты чё, дурачок? Тём, мне кажется, ему что-то от тебя явно надо. Мне кажется, он претендует на тебя. Эта девочка почему на себя так идет? Ты ей понравился. Мне всегда очень нравились Сиба и Акита Ину, поэтому я не смогла удержаться и зашла ради общения, милого контента. Но, если честно, я вообще не советую вам эти кафе, потому что собаки зачастую невоспитанные, они ходят где попало в туалет, они дерутся, они выясняют отношения, они маленькие. И атмосфера не то чтобы создается супер дружелюбная, хотя со стороны, конечно, выглядит все супер мило, особенно если убрать звук всего происходящего. Если я не ошибаюсь, на двоих нам это 30-минутное удовольствие обошлось $8. Я очень надеюсь, что я правильно запомнила, и эта сумма все-таки за двоих, потому что для одного, ну, это был бы супер оверпрайс. Самые вкусные десертики, мочи. Это с бобами, но
Я ее так и не попробовала, срок годности вышел. Но вот это вот с клубникой, это что-то потрясающее. Вообще все, что здесь с клубникой, все очень вкусно. У меня тем временем сборы, чемодан и чемодан. Далее мы отправляемся на вокзал, с которого поедем в следующий город Осака. Он более интересный, насыщенный. Оттуда мы, конечно же, заедем в самый популярный и милый город оленей Нара. Я расскажу вам о ценах, особенностях, плюсах, минусах и поделюсь тревел-хаками и советами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в новых влогах. Пока-пока!